Да, мы в эфире уже, но еще пока не все сети. Пока можешь спросить, кто там нас видит, слышит, кто из каких городов. Да, добрый вечер всем. Традиционная наша встреча в прямом эфире. Пожалуйста, напишите, как нас видно, как нас слышно. Это очень важно для нашего с вами эффективного взаимодействия. Какие города у нас сегодня? Подождем, посмотрим, присоединяйтесь. Всех вас ждем. Пишите нам в чате. У нас сегодня очень интересная тема, очень актуальная. Ароматерапия выходит из тени. И у нас сегодня замечательный спикер, очень грамотный специалист и профессионал. Я думаю, вам всем будет интересно послушать сегодня эту информацию. Я сама очень люблю ароматерапию и люблю эфирное масло, но мне сегодня тоже будет очень интересно узнать что-то новое. А новое сегодня обязательно будет. Это я вам просто гарантирую. Итак, Игорь, что у нас там? Подключились? Посмотрите, пожалуйста. Все уже давно работает. Да. Еще раз всех приветствую в нашем традиционном прямом эфире. Напомню, что прямые эфиры у нас проходят каждый понедельник и четверг в 19:00 по Москве. И сегодня у нас очередная тема, очень актуальная. И наша тема сегодня заявлена: ароматерапия выходит из тени. И это на самом деле так. Несмотря на то, что ароматерапии эфирное масло уже насчитывает более 3-4 тысяч лет, представляете? И когда-то это действительно была очень интересная, я бы даже сказала, наука, да, ориентированная. И люди очень увлекались и спасались ароматерапией эфирными маслами, особенно в моменты, когда такие напасти были на Земле, как чума. И думаю, наш сегодняшний спикер тоже этот момент затронет. Я хочу сегодня представить вам нашего спикера Гончарову Светлану Анатольевну. Это лидер компании «Вивасан». Светлана Анатольевна дипломированный ароматерапевт и выпускница Института ароматерапии города Санкт-Петербург. Сегодня речь у нас пойдет о том, как же использовать эфирные масла, как развивалась ароматерапия, с чьей помощью пробивала себе дороги, какого типа проблемы можно решить с помощью эфирных масел, какие результаты приносит правильное применение ароматерапии, потому что действительно пользоваться эфирным маслом нужно грамотно. Тогда это будет результативно и эффективно. Какое эфирное масло поможет нам летать наяву, а не во сне? И сегодня еще Светлана Анатольевна развеет миф о том, что натуральные эфирные масла стоят очень дорого. Да, Светлана Анатольевна? Я сейчас хочу дать вам слово, мы вас очень внимательно слушаем, с нетерпением. Всем хорошего вечера. Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую. Благодарю за то, что нас смотрите и слушаете. Да, действительно, мы сегодня рассмотрим эти вопросы про ароматерапию, как ее грамотно использовать. Расскажу вам про очень интересное эфирное масло, которое я называю лекарством от уныния. Мы с вами вместе развеем миф об дороговизне натуральных эфирных масел. И я дам рецепт от Института ароматерапии для проблемной кожи. Итак, поехали. Еще с древних времен известны свойства эфирных масел, которыми лечили тело и душу. Однако медицина на Востоке и на Западе развивалась немножко в разных направлениях. На Востоке не потеряли народные традиции, народные рецепты, в том числе свойства эфирных масел применяли. А на Западе стремились
к научным открытиям и к изобретению и производству синтетических препаратов, новых и новых. А скажите, дорогие друзья, хочу задать вам вопрос. Для вас важно, что препараты или продукты, которыми вы пользуетесь, имеют подтверждение научное, серьезное, что они действительно полезны для здоровья? Напишите, пожалуйста, в комментариях, важно или нет. Дело в том, что серьезное подтверждение от фундаментальной науки люди получили об свойстве запахов в 90-х годах прошлого века, то есть 20 века. Такие есть американские ученые Линда Бак и Ричард Аксел, которые проводили исследования независимо друг от друга, каждый в своей лаборатории, и установили, что запахи проникают в организм человека, через специальные митральные клетки подаются сигналы, и в коре головного мозга формируется такая карта, как лоскутное одеяло, разноцветная, и которая является основой для восприятия, хранения, аналитики запахов. 10 тысяч запахов человек может хранить в своей памяти в коре головного мозга. И настолько важно было это открытие для физиологии и медицины, что оно было удостоено Нобелевской премии в 2004 году. И тогда было сказано, что, очевидно, это найдет быстрое практическое применение в практической медицине. Точно так же и другие ученые исследовали свойства эфирных масел, их действия на человека. В частности, профессор Николаевский из России, вернее, в Советском Союзе он работал, доктор медицинских наук. В своей лаборатории исследовал эфирные масла. И результатом его трудов издан справочник ароматерапии, который по сей день является настольной книгой для многих ароматерапевтов. Еще хочу вам задать вопрос. При первом знакомстве с эфирным маслом, с любым, было так, что вам давали его понюхать, хоть из крышечки пробочки, хоть из самого флакона, и у вас резко заболела голова или ухудшилось самочувствие, или закружилась голова? Скажите, пожалуйста, было такое или нет? Напишите. Такое могло быть, если не проводилась обонятельная проба. Ну, во-первых, конечно, смотря какие эфирные масла вы использовали, но незыблемое условие начала работы с эфирными маслами. Нужно сделать обонятельную пробу, нанести капельку масла не на ткань, а на тело, на изгиб локтя с внутренней стороны. И подождать несколько часов, возможно, и сутки. Или на салфетку какую-то нанести, капнуть капельку эфирного масла, дать человеку понюхать. Это с тем, чтобы, если будет какая-то реакция, чтобы знать об этом заранее. Но я могу сказать, что мне с эфирными маслами, с которыми мы работаем, не приходилось таких реакций наблюдать у людей. Но тем не менее, это сделать надо, это вообще не обсуждается. С этого надо начинать. Кроме того, еще одно из выводов, один из изобретений профессора Николаевского заключается в том, что лечебный эффект, вот как тут написано, осуществляется за счет ответной реакции организма. Смысл в том, что одна из особенностей растительных ароматов состоит в том, что их действия при больших и малых концентрациях противоположны по характеру. Положительные эффекты наблюдаются при низких концентрациях и не наблюдаются при высоких. Ну что это значит? Это значит, чем меньше, тем лучше. То есть организм должен иметь энергию, чтобы дать реакцию и восстанавливаться при помощи эфирного масла. Но для этого дозировки, капельки эти, их должно быть мало. То есть вот написано на рецепте, или вам дал рецепт ароматерапевт или консультант о том, что 2-3 капли на какую-то аромапроцедуру. Но мы все такие, мы думаем, что больше значит лучше. Или у нас там коллекция какая-то есть шикарная эфирных масел. Написано 2-3, а я 5-6 сделаю, да? И вот в том-то и дело, что доказано наукой, что эффекта мы наблюдать не будем. Это будет или деньги на ветер и разочарование, потому что есть этому научное объяснение. Вот это очень важно, это надо запомнить. И начинать всегда по-любому нужно с малых доз. Но кроме того, еще, конечно, важно, какие масла мы применяем
Сейчас я включу демонстрацию экрана. Да, вот, Светлана, вам отвечают, да, и было, и из каких городов. Тут и Москва, и Белгород, Орел, Липецк, Тамбов, Отлично. Казахстан, Тюмень, Екатеринбург. Ну, это наша заставка нашего эфира. Так. И вот профессор Николаевский в своей лаборатории изучал, какие запахи из чего могут получиться. Потому что промышленность, она требует для всяких отдушек и для бытовой химии синтетические эфирные масла. И оказывает, тут много текста, давайте прочитаем его вместе. Ацетат бензила напоминает запах жасмина, дифениловый эфир герани, ацетат изобарнил фиалки, ацетат линолеола бергамота и лаванды, фенилэтиловый спирт розового масла. Вот. И продолжаются работы по созданию все новых и совершенствованию старых синтетических эфирных масел. Ученые выявили, что при соединении 4 спиртов, тут непроизносимые названия, плюс еще 20 компонентов, получается продукт, который по запаху почти полностью совпал с запахом жасмина. А на самом деле эфирное масло жасмина содержит более 500 компонентов. И синтетические аналоги растительных эфирных масел, это вывод ученых, не влияют на организм аналогично натуральным, хотя имеют совершенно сходный аромат. Искусственные ароматические вещества, как было выявлено в условиях эксперимента, вызывают выраженное угнетение общей иммунологической реактивности и выраженный общетоксический эффект. Попросту говоря, можно отравиться. Это и понятно. Синтетические масла – это творение рук человека, а естественные масла – это продукт творения природы, то есть Творца. Искусственные эфирные масла – это эрзац, созданный человеком, который будет имитировать тот или иной запах. Эмоционально запах может быть приятным, но он не обладает биологической активностью. В общем, ужас ужасный. Дорогие друзья, скажите, нам мало пальмового масла технического, который добавляют и в кондитерские изделия, и в молочные. А тут еще человек покупает масло, допустим, думает, что оно ему поможет здоровью, а это там какие-то продукты нефтепереработки или еще что-то. И я вас очень прошу внимательно относиться к выбору вообще эфирного масла, потому что сейчас это стало модно для многих компаний в реестр своих товаров, в каталог включать эфирные масла. С одной стороны, это и хорошо, вот и ароматерапия действительно появляется шире, чтобы люди знали, но с другой стороны, могут попасть такие образцы, которые как минимум бесполезны, а как максимум опасны. Если запах вызывает сомнения, если вам не могут представить письменно сертификат, если толком непонятно, кто производитель, или сертификат должен быть или письменный, или он должен быть выложен обязательно на официальном сайте. Вот, пожалуйста, не покупайте такие масла, это будет только проблемой для человека. Поэтому в полный рост, как вы понимаете, встает вопрос выбора эфирных масел, выбор производителя. Я свой выбор сделала 16 лет назад в пользу компании Elixan Aromatic из Швейцарии. Компания Elixan Aromatic существует много лет. Эфирные масла этой компании поставляет на рынок России и еще 28 стран мира компания Vivasan. Можно много говорить о качестве этих масел. Это совершенно прозрачная компания, очень много лет работает. Но я считаю нужным сказать о владельце и руководителе компании. Это господин Сильвио Фриголи, высококвалифицированный осмолог, это как раз специалист в области ароматерапии, инженер-технолог фармацевтического производства, технический менеджер. И компания работает по сертификатам GMP, причем мирового уровня. Но сейчас это только и слышно со всех сторон, можно слышать GMP, мы работаем по GMP, но
GMP рознь, можно так сказать. Что это такое в расшифровке? Это безупречно организованное производство или надлежащая производственная практика, то есть количество требований и стандартов, по которым работает это предприятие, составляет 20 тысяч. И мы можем быть абсолютно уверены, что в этом флакончике эфирных масел находится именно то, что соответствует сертификату и описанию, и свойства его достойно самых высоких похвал. Вы, наверное, знаете, что Швейцария – это как бы даже отдельная планета внутри Европы по качеству. Ну и так, что мы имеем? Мы имеем знания древних об эфирных маслах, мы имеем доказательства науки, даже в лице нобелевских лауреатов, подтверждение о том, что это работает и благоприятно влияет на организм человека. Мы имеем прекрасного качества продукт, эфирные масла, мы имеем их доставку, есть методы, и они работают. Остается только использовать эти эфирные масла в своей жизни и улучшать ее качество. Скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, а вам интересно, если я расскажу об одном из самых сильных эфирных масел? Ну, я надеюсь, что интересно компании Vivasan. Сейчас мы поговорим. Так, опять туда же, да? О масле гвоздики. Производится масло гвоздики из плодов и бутонов путем паровой дистилляции. И выход получается от 2 до 5% от массы сырья. Масло низкого сорта получают перегонкой из листьев гвоздичного дерева. Это масло непригодно к использованию в высшей парфюмерии и в ароматерапии. Применяется в качестве отдушки. Вот это все то же самое. Эта тема тем же самым по тому же месту называется. Да, вот о качестве, о том, что нам могут продать. Даже и масло может быть из натуральных листьев гвоздики. Продавец может сам не знать, что это, из чего оно сделано. Гвоздика и гвоздика. Вам скажут, натуральное масло, да. Вот, или в аптеке, или в какой-нибудь компании. Но его, видите, как использовать можно только для бытовой химии в качестве отдушки. И нужно думать, что покупать. Нужно знать точно, что вы приобретаете высочайшее качество в лице масел компании Vivasan. Ну, так вот выглядит масло гвоздики. Масло гвоздики боль утоляет и головную, и зубную. Представляете, оно расширяет объем памяти. Если у вас последнее что-то с памятью моей стало, да, что забываете, то это масло тоже для вас. Известно его, конечно, свойства, как в стоматологии. Будете дружить с этим маслом, будет у вас всегда подтянутые, крепкие, светлые десны. Это важно не только для диабетиков, а просто, чтобы не было пародонтоза. Конечно, зубную боль тоже утоляет это масло. Самое главное, что хочу сказать, почему я его так назвала, лекарство от уныния или масло силы, это сильнейший энерготоник, вот испытано на себе. Утром встаете, наносите по капельке масла с каким-нибудь кремом, можно с кремом тимьян, можно с каким-то маслом жирным базовым на свои лопатки или между лопатками. И так растираете там. И все, вы получаете команду на взлет. В этот день, когда вы будете пользоваться маслом гвоздики, вы переделаете все дела. Граф, вас ждут великие дела, это точно в этот день. То, что вы наметили, вы все сделаете. Это дает невероятную энергию, невероятную бодрость. Можно выпить внутрь с медом капельку масла гвоздики со своим каким-то традиционным напитком. Поверьте, это покруче, чем кофе. Вот так. Да, это афродизиак, и это масло производит восстановление баланса сил. Но это еще не все. Я хочу сказать, что проводился эксперимент в Ульяновске, или Симбирск, как сейчас называется,
в Центре развития личности. Значит, взяли группу людей и взяли у них анализы крови по важным показателям, ну, с использованием медицинского оборудования. Потом капнули по капельке масла гвоздики на ладонь и растерли по всей поверхности. Люди посидели 10 минут и понюхали, повдыхали это масло. И потом у них опять взяли анализы крови. И представляете, pH крови изменился в сторону нормы после этой процедуры. У кого была закисленная кровь, она улучшилась в сторону нормы. И самое главное, уменьшилась вязкость крови после вдыхания, фактически ингаляции масла гвоздики. А что такое вот эта вязкость крови, вот эти вот эритроциты склеенные, монетные столбики, то, что вызывает потом, если слишком вязкая кровь, густая, там всякие нехорошие болезни, стенокардию, инсульты, инфаркты и так далее. И вот люди посидели 10 минут, повдыхали масло гвоздики, и у них улучшилась кровь. Сделайте выводы сами, если применять курсом, как можно себе помочь. Ну и я хочу обратить, вернее, призвать родителей подростков, обратить внимание на это масло. Сейчас, к сожалению, некоторые подростки с целью там, ну, много задают в школе, память плохая, не запоминают и пьют так называемые напитки, энергетики, газированные всякие, которые приводят при неуемном употреблении к нехорошим последствиям, там, промывания желудка и, не дай бог, к зависимостям. Вот, обратите внимание на масло гвоздики. Оно действует мягко, а энергии добавляет очень много. Что, дорогие друзья, хочу задать еще один вопрос. Нашли вы для себя причину, чтобы использовать в своей жизни масло гвоздики после моего представления его? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики. Светлана, вот пишут, что как это можно детям, для детей использовать? Можно ли им применять внутрь или просто дышать? С какого возраста? Лучше дышать и с 12 лет. Внутрь это все-таки индивидуально очень. И знаете, такой есть метод аромарасчесывания. Наносишь на расческу одну каплю там, или две максимум. И волосы – это ж наши энергетические антенны. Вот. Можно подольше расчесать, если это вот ребенок. Вдыхать, естественно. Как японцы называют ногти и волосы, это хвост крови. Да, это так 100%. Светлана Анатольевна, можно задать вам вопрос? Да. Вернее, ответить на ваш вопрос. Я точно нашла уже точка соприкосновения, да, применения масла гвоздики. У меня единственный вопрос. Эфирное масло гвоздики обладает разогревающим эффектом? Да, может немножко разогревать. А при пародонтозе все равно оно как бы рекомендуется. Мне вот этот момент не совсем понятен. Ну, мы же его, да, нужно очень сказать, что, ну, во-первых, очень маленький согревающий эффект. Во-вторых, масло гвоздики употребляется, надо обязательно об этом сказать, в низких концентрациях. Вот самых низких, которых мы только знаем. Вот. Он больше, знаете, как колючее, как вот такое, как цепляющее такое для кожи что-то вы будете ощущать. Но там столько энергии, что вам покажется, что оно согревает. Но попробовать вообще с одной капли. Светлана, вот, значит, вопрос. Если так много синтетики, похожей на натуральные ароматы, что же покупать и как определиться? Ну, вы уже ответили на этот вопрос, что должны быть какие-то документы, и все-таки. Ну, во-первых, внешний вид должно быть всегда натуральное эфирное масло в притертой пробке, с темного стекла, закрытое этикетками. Должно быть написано 100% натуральное эфирное масло. Ну, просто в наше время, ну, к сожалению, настолько много подделок, и все
Вот в прекрасной книге Светланы Миргородской действительно так написано, что это предмет роскоши. Предметы роскоши всегда подделывались, да, картины, там, хрусталь, какие-то ювелирные изделия. Они почему-то, ну, непонятно почему, потому что это роскошь. И эфирное масло – это тоже роскошь, и оно, к сожалению, подделывается. Поэтому просто, ну, тут вывод можно сделать для себя простой, просто покупать и брать там, где вы точно знаете, что это настоящее. Покупайте Вивасан. Вивасан гарантирует качество, гарантирует свойства. Светлана Анатольевна, а вот можно еще вопрос? Обычный обыватель, ну, так назовем его, то есть человек, который не знаком с ароматерапией, но ему захотелось ознакомиться с эфирными маслами, возможно ли наработать в себе навык именно выбора эфирного масла качественного? То есть если человек со временем начинает прослушивать эфирное масло, это как-то может отражаться вот на его психоэмоциональном каком-то состоянии? То есть человек приобретает со временем навык отличия синтетического эфирного масла от натурального. Возможно такое? Я думаю, что люди, которые знали натуральные эфирные масла, они поймут, что синтетика. Но, во-первых, это зависит от порога обоняния человека. У каждого человека, вы же знаете, есть свой порог обоняния. Да? Один вот слышит, что где-то там кто-то через 3 комнаты пришел и пил шампанское, да, когда-то, а другому человеку ему перед носом помаши вот этим пахучим, а он очень плохо слышит. Поэтому у кого порог, это неплохо и нехорошо. Это есть, это, ну, разные люди воспринимают по-разному. Есть еще какие-то органические там изменения в носовой перегородке. Поэтому если порог обоняния слишком высокий, то я думаю, что такой человек не наработает, и только ему нужно доверять специалисту. Ну, в любом случае натуральное эфирное масло как-то улучшит этот вариант, а если синтетика, наоборот, я думаю, усугубит. Да, это можно помочь, мы знаем, маслом базилик. И люди, у которых бывают профессии, связанные с тем, что они обоняние теряют, и, то есть восстанавливается маслом базилик. Вообще есть интересные такие факты вот в психиатрии и в научной психологии, что люди, которые страдают тяжелой формой шизофрении, вот это Паркинсона, Альцгеймера, они или, ну, тяжелыми формами, они или теряют обоняние, то есть не слышат запахов, или не могут их различать. Это серьезный вопрос на самом деле, потому что обоняние – это же ворота в психику, и психическое здоровье человека тоже будет критерием того, сможет он, как вы говорите, Жанетта, ну, наработать себе вот это вот навык. Я где-то читала такую информацию, что человек, у которого проблемы с обонянием, есть даже такие исследования, что сокращается вообще длительность жизни. Человек, получается, что обоняние составляет это чувство, да, вот у нас зрение, слух, гораздо большую часть процентную человека. Обоняние всего 2%, а животный мир, наоборот, он с помощью запахов больше познает мир. Но обоняние, изучение его, я думаю, что еще в процессе находится его важность. А я сейчас подумала, сколько мужчин напряглось, когда вы сказали про шампанское, что человек может унюхать, когда в несколько в другой комнате человек выпил там чего-нибудь. Ну что, есть такое, да. Ну и у мужчин есть. И у мужчин есть тоже. Я недавно в магазине в одном у нас Шебекино расплачивалась деньгами, и мужчина мне говорит, продавец: и что же это такое, вы тут на деньги капаете? Вот человек 9 в городе Шебекино, вот так пахнет из кошелька. Я так прикинула, это наши вивасановцы капают пачули. Вот. И он слышит все абсолютно. Запахи, говорит, я захожу домой и слышу за 20 метров очень... То есть порог обоняния, он где-то помогает, а может где-то мешает. Уважаемые друзья, если вы слышите вот этот термин «слушать запахи», это специализированный, такой специальный термин, профессиональный у ароматерапевтов.
Можно продолжать? Да, конечно, нужно. Ну, осталась у нас как бы одна причина такая, вот больше материальная. Почему люди не решаются пользоваться, покупать эфирные масла? Вот, в ароматерапии настороженно относятся, может быть. Это, конечно, стоимость, это деньги. Говорят, хорошо, хорошее у вас все, классное вообще, да, хорошее, да. Но так дорого, 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 дорого. Ну, давайте вместе посмотрим, да, что дорого, как дорого, насколько дорого. Я предлагаю аромапрофилактику весеннюю, такой набор из наших продуктов. Эфирное масло эвкалипт и можжевеловый крем. Сейчас весна, да? Ковид ушел, не ушел, непонятно. Ну, то вообще в дебри коронавируса мы лезть не будем, а то, что сезонные гриппы и всяческие простуды, ОРВИ, они никуда не делись, никто их не отменял, и люди все равно болеют. И после зимы очень важно подкрепить себя, свой иммунитет. Ну, почему-то профилактики машины, да, люди делают, иначе машина не поедет, а человек вот в режиме, организме нон-стоп должен работать, ему тяжело, ему нужно помочь. Уже мы знаем, что эфирные масла проникают в кровоток, делают свое благостное дело. И я предлагаю эфирное масло эвкалипт для профилактики использовать. Это одно из сильнейших, если не самое сильное, противовирусное эфирное масло. Вид эвкалипт шариковый, который и описывал профессор Николаевский. Помогает дыханию там, при различных проблемах, бронхитах и вообще дыхательных. Кроме того, он и боли снижает, вот и при суставных болях, там типа люмбага, в просторечии радикулит, он поможет. В общем, 2 капли в день, тем более, что это нормальная норма для профилактики, можно растирать грудину, можно пить внутрь по показаниям, можно вдыхать, делать холодные ингаляции. Не думайте, что это неэффективно, вспомните эксперимент с маслом гвоздики, да. Вот. И второе наименование – это можжевеловый крем. Сюда входят эфирные масла можжевельника, эвкалипта, горной сосны, кипариса, соевых бобов. Ну, с большой натяжкой можно назвать это кремом. Я всегда говорю, что это ультраконцентрированный экстракт эфирных масел. Настолько это плотная структура, консистенция. Пользоваться нужно всегда влажными руками. Это и экономия, то, что нам и нужно, и лучше проникает в кровоток через кожу. И очень маленькое использование, очень выгодное. То есть 2-3 миллиметра доза для взрослого человека на какую-то зону, допустим, на колено или на стопы. Вот, ну, чуть больше до 5 миллиметров на шейно-воротниковую зону. То есть и давление артериальное регулирует, и облегчает дыхание, и вообще ну, как бы смягчает все напряжения в организме, как суставные снимает боль, так и мышечные. Отличный противовоспалительный крем. Я его беру вообще, ну, универсальный совершенно. Я его беру всегда в поездке, где-то там спазмированная мышца дала себе знать, перегрузки, даже судорога. Вот помазала, кто-то там переел, объелся, и все прошло. Помазала это место проблемное. То есть и как скорая помощь, и как курсовой препарат, и как массажный крем. Вот им в целях профилактики можно использовать, мазать те места, которые у вас проблемные. Но больше всего мне нравится и рекомендуется мазать стопы ног. И что мы с этого будем иметь, вернее, что мы за это заплатим? Эфирное масло эвкалипта стоит 1087 рублей, крем можжевельник 100 мл стоит 2419 рублей, итого 3506 рублей. А если ну, не вы, а кто-то заболел и пошел в аптеку, и придется приобрести набор лекарственных средств по рекомендации доктора или медсестры или провизора, там орбидол, виферон для иммунитета, амиксин, лазолван, чтобы кашель смягчался.
парацетамол от температуры, антигистаминные часто прописывают препараты, вот фенистил. Доктор через 5 дней может прописать антибиотики, если у вас не снижается температура, если вы заболели, сумамед, допустим, а потом скажет, пропейте поливитаминчики, и это выйдет на 2700 рублей. Конечно, это примерный перечень. Могут быть другие какие-то наименования, там, Когоцел рекламируется, могут быть немножко другие цены в зависимости от дозировок. Ну, в целом вы пойдете и купите на 2700 рублей в одни руки, потому что надо лечиться, надо ж лечиться, да, врач сказал. Вот. Или сами, бывает, люди лечатся, к сожалению. А здесь нужно сделать профилактику, то есть самому принять решение, вот купить такие продукты, которые для организма вашего дадут силы, дадут иммунитет, дадут облегчение в дыхании, и вы придете к весне и к лету, а летом люди не меньше болеют, при высоком, да, жарком солнце почему-то болеют, уже с более крепким организмом. Вот мне кажется, тут и есть загвоздка, что там сказали, купить надо, пошел и купил. А здесь самому нужно решение принять, вот нужно это мне или нет. Ну, вы скажете, обещала развеять дороговизну, а все-таки 3500 больше, чем 2700. Ну да, больше. Но мы имеем в виду месяц, да, привыкли мы так свои доходы считать за месяц, зарплаты людей за месяц свои считают, и расходы тоже. И в ароматерапии курсы назначаются 7 дней, 14 дней и 21 день максимум. Но примем, что это месяц. И вот сколько у нас уйдет денег и продуктов за этот месяц. Если 2 капли эвкалипта мы используем в день, то за 21 день это 42 капли, 50 для ровного счета. Я в расчет брала, что во флакончике 200 капель, хотя их может быть и больше. То есть 1/4 часть этого флакончика уйдет на вашу профилактику на сумму 272 рубля. Масло эвкалипта. А крем можжевеловый я приняла, что 3 тюбика мы используем при профилактике, хотя, возможно, меньше. Я не очень экономный человек, но вам очень понравится, просто точно понравится использовать можжевеловый крем как профилактику. Вы будете ждать этого момента перед сном, чтобы намазать свои ножки. Улучшается микроциркуляция крови и немножко согревает. И утром просыпаешься с эффектом полной легкости. Есть отзывы, очень много очень пожилых людей, взрослых, которые там работают на своих дачах, огородах и используют крем можжевельник, и утром просыпаются очень в хорошем состоянии, не чувствуют этих ни мышечных, ни суставных болей. Итого на профилактику вашу уйдет 1078 рублей. А если у вас дисконтная карта Вивасан, если вы захотите ее приобрести, и она у вас будет, то это будет еще на 23% дешевле, рублей так 800. И вы останется у вас еще этой продукции на сумму 2400 рублей. Эвкалипт можно использовать, вот если в семье там диабетик, сахар повышенный, да, или внутрь можно пить по капельке. Можно другим членам семьи, конечно же, это у вас ничего не пропадет. Это драгоценная продукция. Вы можете ее использовать для осенней профилактики. Крем можжевельник, он вообще универсальный, он вам пригодится как для профилактики, так для лечения, так и для массажа. Ну и скажите мне, пожалуйста, я задаю последний вопрос. 1000 рублей, 800 рублей, в среднем 1000 рублей. Это дорого или дешево для профилактики? Надо сказать, что в компании Вивасан, как в компьютере, как я говорю, чтобы достичь какого-то результата, много очень наименований продукции, можно использовать разные варианты. Можно было взять там масло лимон, фитопрепарат артишок, или просто витамины от А до З, бодрость на весь день, в которых там все микроэлементы присутствуют, высокой биодоступности, и пропить как весеннюю профилактику. Это все равно выйдет где-то в эту же 1000 рублей. Вот, и скажите, пожалуйста, это дорого или дешево? Вот ответьте, 1000 рублей для своего здоровья в месяц и получить
для своего организма результат от такой шикарной продукции. Ну, в принципе, эту тему я раскрыла. Если есть какие-то вопросы. Можно я задам вопрос? Конечно. У меня вот такой вопрос. Скажите, вот есть такое понятие в ароматерапии – синергия. И вот у меня такой вопрос. Может ли человек, не обладая знаниями определенными, вот по своему наитию, прослушав эфирное масло, их соединить? Или лучше все-таки не на интуицию ориентироваться, а на какую-то основу, базу знаний? Ну, базу знаний, конечно, напрашивается ответ, что лучше, но в самом начале я сказала, что эфирные масла изучались с древности и лечили и тело, и душу. И вот что касается о конструировании своего эмоционального состояния, чтобы сконструировать себе счастье, так сказать, исправить свое настроение, то тут по наитию вполне возможно, потому что как мы делаем ароматестирование, мы же просим людей, чтобы они отключили свой мозг, а включили свои эмоции и реакции. И именно по эмоциям и реакциям составляется та смесь, тот набор масел, которые помогут именно этому человеку в этот момент времени. Поэтому, ну, если это натуральные эфирные масла, и если у человека высокая интуиция, но все равно он должен знать, конечно, вот, дозировки, вот это вот очень важно. Ну, то есть я правильно вас поняла? Вот, например, у человека есть 6 эфирных масел, и вот он в течение, там, допустим, к вечеру ощущает, понимает, что какое-то, ну, состояние не очень у него, да, психоэмоциональное какое-то или что-то. Он может просто, прослушав эти 6 эфирных масел, выбрать, да, какие-то несколько эфирных масел, может быть, даже оно будет одно, и это вот эфирное масло, выбор этого эфирного масла именно будет показывать на то, что на данный момент человеку, организму ему, да, его эмоциям, психосоматике необходимо вот именно это эфирное масло. Вот, да, именно психосоматик, именно для психологии, да. Я считаю, что да. А для исправления каких-то проблем там внутри, да, в желудочно-кишечном тракте, ну, тут нужно уже слушать специалистов. Это нужно наш прямой эфир слушать. Безусловно, и не только. Обращаться еще за консультацией. Да. Так, еще какие-то вопросы есть? Светлана, спасибо большое, информация очень полезная, ценная. Спасибо, у меня дорогая. вопрос немножко не по тем маслам, которые ты озвучила, про масло фенхель. Ну, просто ты все знаешь, я знаю об этом. Вот, скажи, пожалуйста, масло фенхель при вязкой густой крови можно использовать или нет? У нас сегодня спор немножко был в офисе. Я считаю, что можно в низких дозировках, и все-таки, чтобы он человеку нравился. Вот начинаем хоть для внутреннего употребления, хоть для обоняния, хоть для психологии, вот все-таки, чтобы он нравился. Джанетта сказала, что вот он интуитивно пронюхал, и все. Ну, ведь он же снимает отравление, интоксикации, и потом, ну, насколько там густая кровь, ну, какая? Ну, как бы такой спор В небольших дозировках, ну, да. в принципе, да, в небольших дозировках вообще Да. все надо экономно, я уже понимаю. Так, оно действовать Спасибо просто не большое. будет, вот в том-то и дело, да. Ну вот здесь вот реплика. Крем можжевелового на всю семью из 4 человек хватает на год. Простуды, суставы, гайморит, бронхит, остеохондроз – это все можжевеловый крем. Гвоздика очень хорошо работает в программе борьбы с паразитаркой и при зубной боли. Это, наверное, Людмила Бублиева, да? Нет? Да. Я еще хочу сказать совет, как пользоваться можжевеловым кремом ноги.
Вот в интернете элементарно можно найти вот эти рисунок стопы, да, по восточной медицине, что они, ну, отражено на них проекции внутренних органов, да, этот участочек отвечает за ноги, за позвоночник, этот за печень, этот за поджелудочную железу, этот за селезенку и так далее. Вот, то есть наносим влажными руками, там, 2-3 миллиметра вечером на стопу. Но каждый человек знает свои проблемки, какие у него есть. Если не знает, то можно сделать прекрасную диагностику измерения органов на приборе биопульсар. Вот. Но обычно мы знаем свои проблемы. Допустим, там позвоночник. И этому месту уделите ну, чуть больше времени, чуть больше внимания. Не просто, а мягко, нежно, с любовью промассировать этот участок стопы. Вот. И через 21 день профилактики ваш организм скажет вам спасибо. Вот Лариса Марина пишет, да, гвоздика как энерготоник работает. Людмила Бурындина, эффект согревающий очень, когда на поясницу с кремом мажешь. Гвоздика очень бодрящее масло, сейчас весной очень актуально. Ну, это если большое количество вот капают на, еще смотрим, каким кремом, да. Вот если с тимьяном, ну, конечно, будет, и с можжевельником будет согревать. А крем можжевельника еще очень хорошо снимает синдром холодных ног, это вот я по себе знаю, и способствует все-таки профилактике гипертонии, то есть он способствует снижению. Да, вот эту зону мажем. Членовые, икроножные, да, и стопы тоже можно, и просто да, и стопы, да, все будет. Светлана, какие рецепты вы нам обещали? Да, рецепт обещала от Института ароматерапии для грубой кожи стоп. Ну, вообще для проблемной это может быть грубая кожа, как обычно в районе пяток, это трещины даже могут быть кровоточивые, мозоли, но имеется в виду мозоли, которые на стопе, а не на пальцах. И на топтыше. Не, мозоли само собой, а мозолелости называются научно. А на топтыше, конечно, беспокоит. Вот. И, ну, смотря какой там у вас, так сказать, уровень этого всего, то можно 7 дней, можно 14 дней лучше этим заниматься, ножки свои мазать, делать аппликации. Берем масло жожоба, органа или авокадо, или можно взять масло из аптеки миндальной косточки или качественное оливковое масло, но растительное масло подсолнечное, ну, конечно, мы не рекомендуем. Жирное или базовое масло называется, но оно частично всегда сопровождает эфирное масло. Это такая неразлучная парочка. Редко, когда эфирные масла, ну, бывает, используются самостоятельно и базовое самостоятельно. Но в данном случае делается такой масляный лосьон. Берем 50 мл этого базового масла и добавляем 4 капли пачули, лаванды, розмарина, розового дерева и шалфея. Шалфей можно заменить на пихту или иланг, а фаворитом тут пачули является. Как ни странно, ну не странно, да, оно имеет такие свойства. Намазываем чистые ноги, ну чем-то непромокаемым придется защитить, и сверху носочки и на ночь. Как правило, эффект наблюдается уже на 3-й день. Даже у людей, которые трещины кровоточивые, болезненность это уходит. Вот так вот. Пожалуйста, пользуйтесь. Прекрасный рецепт, правда. Он не написан у вас? Можно еще повторить, Светлана Анатольевна? 50 мл органа. Люди не успели записать. Да. Конечно, на базовое масло, на 50 мл основы. 4 пачули, в общем, все по 4 капли. Пачули, лаванды, розмарина, розовое дерево и шалфея. Шалфей можно заменить илангом. Шалфей можно заменить на пихту или иланг. Так. И будет нам счастье. Будут ножки, как у младенца. Правда. Я сегодня же попробую. Да. Спасибо.
большое за рецепт. Есть ли еще вопросы там где-нибудь? У нас Юлии Сафоновой нет сегодня? Нету, наверное. Дезертировала. Ясно. Игорь, тогда придется вам рассказывать. Нет, мы не готовы. К чему? Вопросов нет больше? Я все скинул в чат. Угу. Так, ну мы вроде все и прочли. Последние на 4 человек хватает на год. Светлана, есть ли еще какие-нибудь такие, ну хоть не хочется говорить про это наше пандемийное время, но все-таки какой-нибудь такой щит, с которым можно выйти на улицу из эфирных масел. Щит из эфирных масел или одного эфирного масла, чтобы можно было как-то защититься. Ну, для меня щит из эфирных масел, я не выхожу, ну, маска, да, ну, что сделаешь, надо носить. Маску в общественных местах – это смесь эфирных масел дыши. Это прям для этого сделано. Капаешь на маску и вперед. Вот так. Да, называется это респира. Респира, да, как раз дыхательная система плюс. Вот. Ну так, ну, все знают на нашем бальзамом альпийских трав. Там. Не все знают, Светлана, потому что здесь еще есть люди, которые не очень знакомы и с вивасаном, и с эфирными маслами, может быть, так, налегке. Конечно, масло 33 травы и, как в удобной форме, бальзам альпийских трав, смазывать переносицу и немножко внутри. Но вот сейчас уже потеплело, вот зимой бы это делать, конечно, потому что там мята, она охлаждает. А так, вот это эфирное масло, в смысле, целых 33 эфирных масла в области переносицы, они по-любому защищают. Плюс на маску классическая лаванда. Если нет смеси респира, классическая лаванда, во-первых, она очень приятная. Вы ходите по магазину и прямо получаете такое хорошее настроение. Ну а свойства лаванды противовирусные в первую очередь. Но кроме того, что с нее начался новый свой марш-бросок вообще ароматерапия, когда этот французский химик обжег руку кислотой и машинально окунул ее, потому что там ожог был страшный, окунул ее в масло с лавандой, просто абсолютно машинально. И у него буквально на глазах начало, ну, то есть не было ни пузырей, ни ожога, и кожа совершенно была, ну, только покраснение было. Хотя вообще возможно. Это все лаванда. Это все лаванда, у него там много всего. Но есть сейчас исследование, что эвкалипт, вот этот самый, который я предложила, он от ожогов помогает не хуже лаванды. И, да. И от укусов, и гвоздика, еще забыла сказать, в быту отпугивает, конечно, всех насекомых. Берите гвоздику. Вот берите гвоздику. Да. Просто чудо. А я с гвоздикой еще консервирую огурчики и помидорчики. Да, ну тогда надо рецепт написать, Жанет. Или сколько капель вы кладете? Я добавляю, ну, получается, на 3 литра получается 2 капли. Но я уменьшаю количество соли, потому что эфирное же масло мы тоже знаем, что это натуральный консервант. Да. Поэтому я всегда в рецептах уменьшаю количество соли и количество сахара, но при этом использую эфирное масло. Ну, то есть саму гвоздику, вот этот цветочек бывает в рецептах, да, в помидоре, да. Можно не класть, типа, раз есть. Конечно, да. Точно так же, как варенье, эфирное масло, лимон и апельсин я всегда добавляю. Даже мяту. Мята очень хорошо с малиной сочетается, но это, наверное, уже отдельная тема. Это надо отдельный эфир проводить про использование в кулинарии. Период консервации. Это точно. Угу. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши новости, наш сайт zkbb.ru или наберите «Здоровье, красота, благополучие» с Вивасан. Это наш сайт. Кроме того, ставьте нам лайки, пожалуйста.
Мы стараемся. Светлана, еще вот один такой вопрос. Тут вот есть. Добавляете ли вы что-то из эфирных масел в кремы или для лица? Потому что у вас очень ухоженное лицо. Вот так вот. Спасибо большое за такую оценку. Да, я сейчас добавляю, вернее, я не в кремы, а вот помогают все-таки эфиры. Я сделала лед, аромалед с маслом жасмин, когда посмотрела эфир с Натальей Жеребцовой. Да. Вот, там, значит, мед немножко, масло и масло, по-моему, даже нет там какого-то базового масла, я сделала просто с маслом жасмин. И по утрам это просто надо делать, не лениться. Делать процедуру себе такую с помощью льда. Вот жасмин сейчас использую. А что еще можно? Розовое дерево, я знаю хорошо. Патюли. Вообще, Лучше розу. Роза, конечно. Розу. Роза королева. Королева. Она же самая на высоких вибрациях масло. Она дает энергию. Я когда-то слушала эфир, Жанетта сказала, что на нее все смотрят, потому что она пользуется маслом розы. Когда, да, я заметила, когда капал масло розы и ставил особенно на остановке, вот это уже было замечено, я не знаю, наверное, каких-то вибраций, но действительно вибрации это работает. 3300 с лишним вот этих вот мегагерц, конечно, это же энергия. А еще, знаете, мед, добавить эфирное масло розы, ну это просто что-то. Получается, розовый мед. Ну, это да, И розовый. в Болгарию ехать не надо, они там любят. Нет, они до такого не дадут. Ну что, друзья, вопросов больше нет. Спасибо большое, Светлана. Замечательный эфир. И легкий, и такой наполненный каким-то светом даже. Ну и, конечно, с рецептами. Друзья, пишите, подписывайтесь на наши новости, пишите нам вопросы. Светлана с удовольствием ответит на все вопросы, потому что ароматерапия – это, можно говорить о том, что это прошлое, которое ворвалось в нашу жизнь сегодня. Славьте Господи. Так что спасибо огромное. Это совершенно другая жизнь. Это можно остановить какие-то проблемы просто на лету. Для того, чтобы они, ну мало ли, ожоги, порезы, простуды, суставы, чтобы не развивалась это дальше болезнь. Спасибо всем огромное. До новых встреч. Да, Жанна, пока. Да, всего доброго. Спасибо большое вам, Светлана Анатольевна. Очень был интересный эфир. Я прям сегодня же буду делать все ваши рецепты. Просто хранить терпение. Я Восточному поклонилась. До свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы.